На самом деле нас подстерегают куча разных переживаний, как вы понимаете, да, и отрицательных, положительных эмоций на протяжении всей нашей жизни. И я думаю, что каждый сталкивался, конечно, с таким понятием, как там злость, обида, да, страх. Каждый что-то переживал, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Но на самом деле, как правило, каждый человек, первое, что начинает делать, он начинает избегать столкновений. Зачем я буду входить в эту ситуацию? Ой, лучше я там не пойду, лучше я не буду сталкиваться. Особенно, если это касается какой-то страховой реакции, да, или какого-то конфликта. Я лучше обойду, я скреплюсь, я там не буду, лучше я промолчу, ничего не буду говорить, уйду от этого. А если мне что-то страшно, как правило, да, я лучше туда не буду ходить, в эту сторону смотреть не буду, вообще общаться не буду и так далее, и так далее. Это первое обычное действие человека, избегание столкновения с чем-то, да, с чем-то неприятным. Это на самом деле нормальный процесс, потому что каждый человеческий организм настроен на то, чтобы как-то создать себе какую-то безопасность. Да? Мы вообще живем для того, и вообще наш организм так работает, чтобы мы не попадали в какие-то истории. Да? Поэтому как только с нами случается какой-то там приступ страха, например, да, мы что делаем? У нас срабатывает программа «бей или беги», да, то есть или же мы убегаем сразу, да, либо же мы начинаем, наоборот, как-то включаться в этот процесс. И часто у нас срабатывают еще наши какие-то родительские установки, когда, может быть, вы даже вспомните эти родительские установки, когда нам говорили родители, там, например, запрещали что-то делать, не плакать, не плачь, не кричи, там, да, ты очень громко это делаешь, там, не нужно, что сейчас раскричался, ты же мальчик, это если мальчикам, да, касаемо мальчиков, прям запреты такие ставятся на проявление каких-то чувств. А на самом деле, что потом происходит? А происходит следующее. Наступает как раз момент, когда человек, который привык к тому, что он все время подавляет свои чувства, подавляет свои эмоции, он становится просто фобиком. В один прекрасный момент его накрывает. И самое интересное, что знаете, кого больше всего накрывают эти фобии, панические атаки, депрессии? Как вы считаете, кого больше всего накрывает? Каких людей? Мужчин, так. А еще? Успешных. Тех, которые, знаете, суперконтролирующие. Потому что на самом деле им кажется, что сейчас, если я все сейчас смогу сконтролировать, у меня все под контролем, да. Но есть самая важная такая истина, что на самом деле избыточный контроль приводит к полной его потере. И тогда у человека наступает эта паника, он начинает понимать, что он не может справиться, и в результате потом уже на это накладывается еще депрессивное его состояние. И человек просто становится, просто это отравляет его жизнь полностью, он не может ничего не делать, не двигаться вперед, он становится неуспешным. Да? И стало быть, конечно, таким людям нужно помогать. Я хочу сразу сказать, что на самом деле по статистике у детей где-то до лет, может быть до препубертата, будем так говорить, теперь уже, да, раньше считалось, что лет до 12 у них не возникает, кстати говоря, панических атак. То есть у них нет таких прям сильных фобий, как правило, да, то есть они не подвержены депрессиям. Но сейчас уже все пересматривается, на самом деле, и возраст, вы знаете, да, уже пубертат у нас это не 12 лет, а уже гораздо раньше, потому что по статистике сейчас уже где-то начиная с 9-10 лет девочки и мальчики входят в этот период. И на самом деле очень у многих девочек уже возникают гормональные изменения, а это мы говорим пубертат, это же гормональные еще изменения, да, в 9,5 лет, в 10 лет у девочек начинается менструация. И девочки сейчас в 10-летнем возрасте выглядят совершенно по-другому. Поэтому и помолодели панические атаки, и помолодели различного рода депрессии. То есть потому что это связано еще с этим темпом, с этим ритмом жизни нашим, да, и с изменениями, в том числе в гормональном фоне в нашем. Все зависит от питания, от того, в какой среде мы находимся. А жизнь наша такая скоротечная, да, и очень интенсивна, и наполнена она различного рода событиями. И это, конечно, не может не отложиться на работе нашего головного мозга. Понятно, да, и головного мозга наших детей.
Вот, и поэтому все это помолодело. Но сегодня мы как раз с вами и поговорим про вот эти страхи, да, потому что какие они бывают, вообще какие причины у страхов есть. Мы так с вами повзаимодействуем, вы немножко, может быть, вспомните про себя, когда вы были юны, может быть, в детском возрасте, какие у вас страхи были, расскажете про это. Вот, и, может быть, не у вас там, а, например, у ваших или племянников, или у детей, или у ваших учеников, например, с чем вы сталкивались, да? Поэтому сегодня у нас такая интересная будет про эту тему, и первую часть она будет просто больше такая, может быть, образовательного плана, да, а вторая часть мы с вами прикоснемся непосредственно к страхам. Мне очень хочется провести сегодня с вами ту методику, которая, может быть, кто-то знает про это, но тем не менее, чтобы каждый из вас сегодня прикоснулся к своему страху. Хорошо? Согласны? Итак, про страх. Давайте с вами все-таки про наш страх вернемся. Я сказала, что это на самом деле реакция организма. Действительно, страх, не сказать, что он плохой, да, вообще его плохим назвать нельзя. Да, это считается, психология считается такая отрицательная реакция организма, но на самом деле очень часто она несет сигнальную функцию, она оберегает человека, да. Но представьте себе, что если бы у нас не было страха, да, например, шли бы, например, по дороге и не боялись, что нас собьет машина, да, к примеру, да. Поэтому, конечно, это базовая эмоция, и она очень важна нам, вот. Но мы будем все-таки говорить о том, когда страх переходит в нечто большее, когда страх становится фобией. Потому что со страхом мы встречаемся каждый день, например, ой, испугались, да, что-то, или кто-то дернул, или, да, ой, я не ожидал, ой, как я тебя рад видеть, да, это тоже страх, да, то есть возник, ой, неожиданность какая-то, но мы даже этого не помним, да, подчас, то есть у нас бывает, что это такие ситуативные какие-то вещи, но есть такие страхи, которые у нас из детства идут, и вот сейчас как раз вы мне, я думаю, что вы вспомните про какие-то там свои страхи, сейчас мне назовете, и вопрос такой, как вы считаете, да, какой самый вообще сильный страх у ребенка? Вот чего больше всего боится ребенок, как вы думаете? Один остаться еще? Темноты, конечно, первый, это такой еще самый мощный страх у ребенка, это остаться, да, это в темной комнате или вообще темноты. А еще? Одиночество, да, правильно, остаться один. Резкие звуки. Например, какие-то резкие звуки, да, еще? Страх смерти. Страх смерти. Что его поругают. Поругают, да, точно. Что его перестанут любить. Что перестанут любить, да. Еще, может, у себя там покопайтесь немножко. Что он потеряется. Что потеряется, да, может быть такое. Ага. Окей, хорошо. Да, на самом деле, когда мы говорим о дебюте, скажем, таком осознанном страхе, мы говорим о возрасте где-то 4-5,5 лет. С чем это связано? Вы, наверное, знаете, что у нас развивается в этот момент очень интенсивная эмоциональная сфера у детей. И мало того, развивается наша префронтальная зона коры головного мозга, да, которая связана непосредственно и с осознанностью, и с пониманием того, что происходит. И тогда у детей где-то в возрасте 4 лет возникают как раз вот эти вопросы по поводу смерти. Да? То есть, когда мы, куда, заметили, наверное, да, когда дети спрашивают, а мы когда-нибудь умрем, или там, а вот ты не умрешь, они очень боятся, например, там, смерти родителей, что кто-то сейчас их оставит, или что там что-то случится, то есть они могут ходить за родителями буквально там по пятам, да, потому что особенно когда они осознают. Это про одиночество на самом деле, это как раз страх одиночества, остаться одному, потому что все-таки родители это опора для ребенка. Вот. И, как правило, где-то, наверное, там, в 3-летнем возрасте чего дети боятся? Они боятся каких-то персонажей, да, то есть, например, боятся вот или Бабы-Яги, или какого-то там монстрика, да, которого он посмотрел, там, увидел где-то, да. В более старшем возрасте, как вот называлось как раз, они боятся, что, например,
там, особенно в школьном возрасте, они боятся, что они придут домой, да, и принесут какую-то плохую отметку, да, их из-за этого не будут любить, да, тоже. Потом, значит, еще в более старшем возрасте, естественно, будучи подростками, ну, вы, наверное, тоже помните, чего боялись в подростковом возрасте, да, боятся, как правило, быть нелюбимыми, нежеланными, да, отверженными. Да, то есть вот такие страхи присутствуют. Но на самом деле, чем младший возраст, тем больше страхов, да, потому что мы не можем понять, некоторые явления мы не можем оценить. И, конечно же, здесь первая сразу же такая помощь, которую мы можем ребенку оказать, это просто на самом деле рассказать про эти громкие звуки, о которых вы только что говорили, да, чего мы боимся. Что там может быть какой-то гром, что это гром, рассказать об этих явлениях. Вообще, на самом деле, я в начале как раз нашей с вами беседы сказала про избегание. Да? Первое, что мы не должны делать, это мы не должны избегать вот, ситуации столкновения с этим страхом. И самое важное еще, что мы не должны ребенку говорить, что да ну перестань, да ну брось ты, то есть да ничего не случилось, ничего страшного. Вот это очень большая ошибка. Дети же понимают, они лучше себя знают, они лучше понимают про то, что с ними происходит. Да? Но вот очень часто родители начинают, ну или мы там педагоги начинаем говорить, да не надо, как будто обесцениваем то, что чувствует ребенок, но он-то это чувствует. И поэтому обесценивать это ни в коем случае нельзя. А то, что нужно сделать, надо сказать, да, я понимаю, что тебе сейчас страшно. То есть очень важно встать в этот момент с ребенком на один уровень и сказать ему, я тебя понимаю. И ребенок понимает, что он не один в этом, что его понимают, а дальше вы можете уже работать с этой историей. Вот. Но говоря о том, все-таки, какие причины страха, да, то есть я думаю, что вы сейчас тоже все припомните, что может быть причиной страха, да, например, первое, там насмотрелся мультфильмов каких-то, да, вот, посидел в каком-то гаджете, там какая-то страшилка, запомнил, вот, страшно-страшно, теперь она мерещится в любом углу, да, то есть это вот такая история есть. Что еще? Бабушка сказала, что бабайка придет. Вот, бабушка это вообще отдельная история про бабушек, да. Значит, бабушка сказала, что придет бабайка, да, все, значит, ребенок уже в ожидании бабайки. Бабайка, особенно если бабушка это сказала с характерным лицом, бабайка. Да? Бабайка это дедушка по-татарски, вот что самое обидное. Понимаете, вот так вот. Да, вот. Закладывается, да, изначально закладывается страх дедушки, да? Вот. Значит, соответственно, да, вот сейчас кто-то придет, вот, да, вот тогда тоже пугается, да. Потом, что еще является причиной страхов? Ну, вообще, если говорить там про семейную какую-то историю, да, например, причиной страха может явиться, когда родители между собой скандалят, да, очень часто, то есть когда очень громкие крики, особенно если там вот это все очень заряжено, да, между родителями, они выясняют отношения, ребенок становится участником всего этого процесса, и, конечно, у него может возникнуть сильный страх, да, в тот момент. Значит, родители играют огромную роль в том, чтобы научить ребенка бояться. Потому что все зависит от того, как вообще будет воспринята родителям та или иная ситуация. Если мама говорит с таким лицом, ты упал, боже, ты разбил коленку, что, все, давай сейчас будем вызывать скорую. У ребенка, естественно, он, видя всю эту историю, он понимает, что все, со мной что сейчас случилось, я упал, я разбил коленку, все, смерть просто. Ну, вот. Но на самом деле очень часто мамы транслируют детям вот такие вот вещи, да, и мамы, бабушки, про которых мы только что говорили, вот тоже очень часто, то есть на самом деле сами пугают детей, и дети, считывая вот эти эмоции, считывая то, что проявляет сейчас родитель, ну, это может быть родитель, это может быть воспитатель, это может быть педагог в том числе, уж так скажу, да, то есть если начинает пугаться, все, ребенок все это считал. Здесь работает очень хорошо, ну, мы говорим термин «отзеркаливает», да, и действительно, еще в 90-х годах было обнаружено, что в нашем головном мозге, помимо
всяких разных нейронных связей, вообще нейронов, да, еще у нас есть такие зеркальные нейроны, которые просто настолько интенсивно работают, что они просто вот, дети становятся как обезьянки. То есть они действительно все считывают. И иногда мы сами не понимаем, мы иногда видим, что происходит с нашим ребенком. То есть мы видим, что он показывает или говорит какие-то слова, которые там папа, например, сказал, да, или, например, он так себя ведет, как бабушка, да, там поступает, да, то есть, ну, как она поступала. То есть это действительно идет отзеркаливание. Ребенок впитывает, и у него это закрепляется. И вот с того момента, как только ему показали вот эту реакцию, да, с этого момента ребенок в себе это закрепляет. И для него это обычная история, да, то есть надо бояться. Да. Здесь еще, если забегу вперед, скажу там по поводу даже установок или там с точки зрения психосоматики, это тоже работает так. Когда мама говорит: не ешь мороженое, у тебя заболит горло, да, что происходит с ребенком? Он ест мороженое, и у него болит горло. Да, ну вот, то есть он, конечно, пугается этого, да, мама делает такую установку, и в этот момент с ним случается вот такая вот оказия, да, или если ты туда пойдешь, то там с тобой случится что-то, да, ребенок идет, и с ним действительно что-то случается. Ну, казалось бы, да, ну, естественно, это же родительская какая-то опека, да, вроде, ну, мама должна же предвосхитить, но на самом деле, если мама скажет, там, расскажет о технике безопасности по-другому, да, или там будет спокойно в этот момент, говорит: я знаю, что ты справишься, но имей в виду, что нужно вот на самом деле учитывать, что вот это и вот это, да, вот эти вещи ты, в общем, должен понимать, что вот это мы как бы не делаем, туда лучше не стоит, да, ходить, или будь внимателен. Или же мама скажет: ну давай попробуем, а я здесь рядом, да, если что, я потом с тобой поговорю про это, да, ну вот, потому что бывает, что дети: а я хочу, ну вот, идут, сталкиваются с этой историей, и в результате говорят: мама, вот у меня не получилось. Хорошо, ну ты попробовал. Ну, по крайней мере, ты попробовал столкнуться с этим. Забегу вперед и скажу, что как раз про то, чтобы сталкиваться со своим страхом, сталкиваться с какой-то проблемой, вот в этом, на самом деле, как раз та история про то, что мы так преодолеваем наши все страхи, и так мы преодолеваем все наши какие-то там проблемы, да, внутренние, потому что ребенка, безусловно, нужно все равно будет столкнуть с этой историей, особенно касаемо там страхов, да. Только делать это не нужно так: да ладно, иди там, и отпустить его в комнату в темную, да, там, ну давай. Нет, конечно, так мы не делаем. А что мы делаем? Мы маленькими шажочками идем по этой дороге, и шаг за шагом мы преодолеваем, мы смотрим: ага, сделали шажок, видишь, не страшно, ага, давай дальше тогда. То есть, если мы сейчас побежим большими шагами, мы сразу упадем, да, и ребенок все равно будет бояться и откатиться назад. Поэтому здесь очень важным моментом является то, что мы должны все равно сталкивать ребенка с его каким-то страхом. Но делать это постепенно, потихонечку, понемножечку. Вот, значит, какие же есть у нас еще причины, да, страха? На самом деле очень сильно подвержены дети страхам, ну, такие эмоциональные дети, да, которые, ну, есть такая категория детей, которые, в принципе, они очень чувствительные, да, они там на шумы реагируют, на звуки какие-то, с определенной такой вот нервной системой, да, очень чувствующей. Есть у нас такие дети, которые, например, там, ну, получили какой-то действительно психотравмирующий опыт. Например, ребенок попал, ну уж так, да, ребенок попал вместе с родителями в аварию, да, может быть страх потом очень сильный, да, после этого. Ребенок потерял кого-то из родителей, тоже страх, да. То есть это такие страхи, которые на самом деле детские, и они считаются все-таки скрытыми страхами, потому что это может вымещаться ребенком, но потом, когда он становится взрослым человеком, иногда не понимает, что с ним происходит. И когда ко мне приходят, например, взрослые на прием, уже на психотерапию, да, и говорят, что я ничего не понимаю, что почему это я боюсь, мы потом начинаем разматывать этот клубок, и оказывается, что там когда-то в детстве произошло что-то, что, в общем, повлияло на его теперешнее состояние, на то, что он сейчас там испытывает фобию или страх и так далее, да.
Вот, поэтому, конечно, все вот эти страхи скрытые, они все, так сказать, закладываются в детстве. Наша задача, как родителей, как педагогов, безусловно, видеть таких детей, не пугать их, наоборот, помогать им, правильно диагностировать таких детей, вот, и, соответственно, как бы оказывать им помощь, да? Как? Это во второй части уже. Вот, значит, продолжаем дальше. Есть категория таких деток, которые, ну, вы наверняка знаете, которые страдают ночными кошмарами, да? То есть просыпаются ночью и кричат, могут кричать, это тоже страхи, да, то есть что-то, ну, как правило, знаете, что происходит, они посмотрели, например, какой-то мультфильм перед сном, да, вот, и что произошло? Произошло следующее, они это все перенесли в свой сон, да, подсознание работает, потому что мозг наш не отключается во сне, он все равно подсознательно, там, процессы все эти происходят, да, то есть он как будто бы проживает все то, что он не прожил в свои сознательные истории, да, он проживает там дальше во снах. И, конечно же, ребенок может вскочить, он может закричать, не понимая, будучи еще во сне. В этом случае мы должны смотреть, ну, насколько частота, значит, вот этих ночных кошмаров, да, какая частота этих ночных кошмаров. И если у ребенка это постоянно, да, то ну, здесь нужно проводить, безусловно, диагностику, в том числе связанную с неврологией, то есть смотреть, это ночной мониторинг, безусловно, должен быть, посмотреть, нет ли там сопутствующих каких-то проблем. Да? Но, как правило, это связано непосредственно с тем, что ребенок получил какие-то очень яркие, мощные впечатления, и он не смог с этим справиться, естественно, это все вылилось вот у вас в этих снах таких, да, и в ночных кошмарах. Вот, значит, сразу скажу, что делать в этом случае, если вдруг такое произошло там, с вашим ребенком, например, если здесь есть мамы, да? Вот, если произошло вдруг с вашим ребенком, первое, чего нельзя делать, да, это нельзя будить. Ни в коем случае, не надо будить. Надо, чтобы сначала ребенок, даже если он кричит, надо дать ему тепло, то есть надо быть с ним рядом, нужно его обнять. Нужно быть там, да, внимательно смотреть, что с ним происходит, потом потихонечку он сам будет просыпаться, он сам будет пробуждаться, обязательно дать ему попить, вот, и уже разбудить, когда вы видите, что ну, уже как-то потихонечку он от этого сна отходит. Если резко разбудить, то ну, возможны всякие варианты не очень хорошие, да? То есть на самом деле ребенок может еще раз войти в это состояние, он еще больше может испугаться. Поэтому очень спокойно себя ведем. Находимся рядом, там, обнимаем, держим на ручках, да, и находимся рядом с кроваткой, гладим, да, все спокойно, а потом уже пробуждаем, когда немножечко уже какое-то время прошло, вот, и ребенок уже приходит в сознание потихонечку, он сам придет в сознание, и уже немножко мы помогаем ему, пробуждаем его. Вот это что касается ночных кошмаров. Да. Мы вернемся опять к вопросам того, что же воспринимают дети, как они вообще воспринимают разные страхи. Конечно, ребенок может на фоне, вот хорошая семья, никто не ругается, все прекрасно, да, все ребенка любят, нет никаких психотравмирующих ситуаций вроде бы, да, но бабушка очень любит смотреть новости. Как я говорю, с расчлененкой, да, там, в общем, да, где там рассказывается о том, что кто-то кого-то убил, кто-то выстрелил, что-то еще такое случилось, да. Вот, и она смотрит эти новости, ребенок рядом с ней, да, ну, казалось бы, да, да что-то он маленький еще, ничего подобного, все, они все видят, да, дети залипают, конечно. Еще бабушка, если сделает так, и все, значит, все, зафиксировалось, все. Поэтому очень внимательно надо быть с тем, что мы смотрим сами, да, что мы смотрим, какие телевизионные передачи мы транслируем, вернее, нам транслируют, да, и что мы там как бы замечаем. То же самое касается и фильмов каких-то, да, где ну, какие-то такие жестокие моменты, да, то есть это тоже может очень сильно ребенка напугать. Вот. Поэтому, в общем, здесь самое важное правило – это спокойствие, только спокойствие, да, как сказал у нас кто, Карлсон.
Вот. Значит, поэтому здесь нужно более спокойно ко всему относиться. История, прям приведу вам сейчас прям конкретные примеры, как это из моей практики было, и вообще то, что исследования проводились, очень интересно было, значит, насколько дети воспринимают вот, от родителей вот, и вообще от педагогов, от людей взрослых вот эти страхи. Да? Очень было интересное исследование проведено. Значит, в одном детском саду детей разделили на две группы. В первой группе детей сообщили о том, что скоро в зоопарк привезут уникальное животное, которое очень красивое, оно такое замечательное, оно доброе, оно такое пушистое, и в принципе это животное безопасное, то есть с ним можно взаимодействовать, просто вот прям контактировать, да, прям как контактный зоопарк. Ну, вот. И об этом воспитатель говорила в течение 2 недель. Второй группе детей воспитатель рассказывал о том, что скоро в зоопарк привезут жестокое, тоже животное, да, но оно жестокое очень, да, опасное, до него нельзя дотрагиваться, и в принципе лучше вообще обходить стороной, да, то есть когда вы его увидите, лучше бежать. Через 2 недели эти две группы встретились. Как вы думаете, какой был результат? Ну, конечно, то есть та группа, которую рассказывали в позитивном ключе, где воспитатель была радостная, давала позитивную какую-то, да, энергию, да, детям и рассказывала про это животное, прям как про чудесное. Конечно же, они так и лезли, они очень хотели покормить это животное, они прям подходили к клетке, они просовывали руки туда, все улыбались. Но вот другие же дети, которые вторая группа, они стояли поодаль, и даже когда животное приближалось, с визгом убегали, кричали, что боже мой, это очень страшное животное, да? То есть, про что это? Ну, на самом деле это про то, что мы, взрослые, действительно даем детям вот эту эмоциональную такую составляющую, да, то, как мы представим детям ту или иную информацию, от этого будет зависеть и то, как они будут реагировать, да? Стимул, реакция. Известно, да, такое, в бихевиоризме, да, такое есть понятие. Вот, поэтому здесь стимул, реакция, пожалуйста, все. Стало быть, нам нужно быть очень внимательными со своими эмоциями, да, со своими чувствами, с этими, потому что, ну, это касаемо там, страха. Да. Что касается фобий, вот конкретно про фобии. Фобия – это все-таки, знаете, это такая история, такой страх, который преследует ребенка и вообще взрослого везде и всюду. То есть даже когда опасности нет, все равно у ребенка или у взрослого есть эта фобия, все равно он боится. Это такой навязчивый, если говорить там, ну, языком психиатрии, да, то есть это навязчивый страх. Постоянное навязчивое такое состояние тревоги, беспокойства, боязни. И это означает, что ну, страх укоренился благодаря неправильному, благодаря в кавычках, конечно, да, неправильному поведению родителей. И, конечно же, после этого с ребенком нужно уже работать более серьезно. Если с обычным страхом, да, можно просто поговорить и все, и он улетучится, да, а вот с фобией, конечно, здесь уже нужно серьезно работать. Здесь нужно работать уже и специалистом в том числе, ну или на самом деле можно работать и преподавателем, педагогом, воспитателем тоже, но правильно, да, как я потом расскажу. Почему же у детей вот так вот это все перерастает в эту фобию? Ну, во-первых, потому что, опять же, я говорила, действуют вот такие родительские установки. Не трусь, ты там, или наоборот, там говорят там что-то, ну что ты трус, что ли, там, ты там боишься этого, да, ой, такие насмешки в сторону ребенка. Ребенок замыкается, он не может проговорить с родителем то, что ему действительно страшно, все, он замкнулся, он больше про это не говорит. Вот такие вот вещи. Или, например, жесткость какая-то. Если ты будешь бояться, я тебя буду за это наказывать, например. Есть и такие.
вещи, да. И это бывает со стороны папы, ну и мамы тоже так делают, потому что ты же мальчик, особенно по отношению к мальчикам, да. Мальчик чего-то испугался, и папа, значит, давай ему там учить, ты же там мужчина, ты не должен ничего бояться, и вообще плакать нельзя, ты же там утри слезы, и так далее, и так далее. Вот эти все установки, они все очень хорошо влияют на приобретение уже фобии. В этом смысле, конечно, нужно опять же быть внимательным. То есть, еще раз повторю, не обесценивать то, что чувствует ребенок. Очень хорошо, когда ребенок, например, там идет и он там рассказывает вам, да, говорит, проговаривает, когда вы видите, что что-то не в порядке. А какая симптоматика может быть, что не в порядке? Например, у ребенка постоянно какая-то нервозность, да, то есть у него могут трястись ручки. Или он может вдруг покраснеть, или он может вдруг, у него может пот даже выступить на лбу, да. Или еще, если мы говорим про фобию, то это может быть такой, знаете, как бы ступор. То есть ребенок, который онемел, то есть абсолютно как будто его прям пригвоздили, и он не может сдвинуться с места. То есть настолько его сковал вот этот вот страх. И в данной ситуации, безусловно, мы должны уже, так сказать, ребенку помогать. Да? Мы должны ему помогать, мы должны применять определенные техники вот, и правильно с этим взаимодействовать. Вот. Это что касается вот, причин. В подростковом возрасте, как вы понимаете, очень много страха про то, что меня там не примут. Но это будет во второй части. Я буду больше рассказывать про то, что делать, что не делать. Вот, и, может быть, даже кто-то выйдет ко мне сюда, и я просто покажу, как с этим надо работать. Окей? До встречи.